Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Юрий Воскресенский, политический эксперт, политолог из Беларуси на связи. Юрий, приветствую вас. Доброе утро, Александр. Доброе утро, наши дорогие слушатели и зрители. Вы знаете, вот это вот утро вечера, которое мудренее, это вот в Соединенных Штатах Америки. У них другой часовой пояс, и, собственно, День Благодарения, та точка X, к которой мы подходим, достаточно странно выглядит. Вот какие промежуточные выводы можно сделать из вот всего того паноптикума заявлений, сливов, интерпретаций, метаний, которые крутятся вокруг переговоров в Женеве, в Абу-Даби, потом заявлений, потом как бы разоблачений. Действительно ли это вот какая-то точка, которую мы, ну вот линия, на которую мы пока не переступили, впереди же там 28-е, там 29-е, но мы на нее наступили, заступили за эту линию и можем как бы оглядеться по сторонам. Удалось или не удалось у США, у Украины, у российской стороны, и что именно? Я бы сказал, что это не точка, а очередное многоточие. Но если брать промежуточные итоги, конечно, индейка побрита, помыта, э, облила себя, как мы предполагали, клюквенным соусом. Это любимый гарнир и любимый соус, который американцы подают к столу в этот день, и ожидает, когда ее скушают. Вопрос, что кушать сейчас не хотят, потому что от такой индейки может быть изжога. Это выражаясь аллегорически. Да и вступили в игру другие игроки, которые тоже хотят съесть эту индейку. Тут мы можем плавно перейти к британцам с их сливом с переговоров. Но вопрос, что заключается в том, что по сравнению с событиями, которые происходили и позиции украинской власти до Миндичгейта, сейчас они стали гораздо послушными, покладистыми и готовы выполнить любое желание, любую волю американского руководства. Господин Ермак, который фактически являлся руководителем переговорной группы и был назначен на эту должность в том числе, чтобы как-то отмазать его от коррупционного скандала, он буквально кричал: возьмите, скушайте нас, забирайте это блюдо, мы готовы прямо сейчас приехать в Америку. Но господин Трамп проводит свое время с семьей в Мар-а-Лаго. Зеленский не является ни его другом, ни его товарищем, поэтому никогда его ноги там не будет в резиденции Трампа. Поэтому ее вот это поедание блюда решили отложить. Может быть, для того, чтобы индейку подкоптить еще больше. Посмотрим. Что касается других претендентов на индейку, британцев и европейцев, то им жизненно важно и необходимо съесть ее первыми. Именно для этого они срывают процесс поедания американцами, если мы вот в такую глубокую аллегорию выходим, и всячески, в том числе используя различные провокации, пытаются сделать так, чтобы американцы не достигли своих промежуточных целей. И даже сегодняшняя, вчерашняя, точнее, стрельба в Америке, которую учинил гражданин Афганистана, 10 лет служивший в афганской армии, а значит, прекрасно знающий британцев и тесно с ними связанный, может быть, это событие тоже как-то связано с деятельностью наших европейских партнеров. Кроме того, мы должны понимать, вот наши классики, наши русские классики, лет 150 назад, они вот написали два великих произведения, на которые я всегда ссылаюсь. Произведения, которые
понимают, позволяют понять, в чем вообще суть происходящих событий. Вот один классик написал произведение «Кто виноват?» Герцен, а второй, Чернышевский, написал произведение «Что делать?». И, в принципе, особо не вдаваясь в какие-то глубокие теоретические мировоззренческие концепции, можно любое событие рассматривать сквозь призму этих двух ответов. Кто виноват и что делать? Есть еще и, конечно, третий ответ, кому это выгодно. Это очень важно, особенно с точки зрения капитала. И вот если мы будем отвечать постепенно на все эти вопросы, и особенно на вопрос, кому выгодно продолжение войны, то это абсолютно очевидно украинские и европейские политические элиты. Ну, украинский класс политический, это понятно, для того, чтобы продолжать значит, разложение, коррупцию, воровство, простыми словами выражаясь. А вот зачем это нужно европейцам, тоже вопрос понятен, очевиден. Если вы позволите, я пробегусь вкратце по экономическим аспектам необходимости продолжения войны. Дело в том, что локомотивом Европейского Союза является Германия. Она сейчас находится в глубочайшем кризисе. В глубочайшем кризисе. Гигантский спад промышленного производства. Ну, например, рост ВВП за 23-й, отрицательный рост, да, как говорят экономисты. Падение ВВП за 23 год составило 0,3%, чего не было 20 лет. За 24 год 0,2%. За 25 год ожидается еще 0,3%. Это ВВП. Что касается промышленного производства, в 2023 году промышленное производство упало на 2%, в 2024 на 4,5%, в 2025 ожидается падение до 6%. Это просто гигантские цифры. После подрыва Северного потока экономика Германии стала неконкурентоспособной. И нет ничего, никакого рецепта, кроме возобновления связей с Российской Федерацией, конструктивного рецепта, который бы позволит вытянуть экономику Германии, а значит и всего Евросоюза, потому что Германия является и локомотивом всего Евросоюза, и донором всего Евросоюза, евроатлантических всех структур. Она датирует и выделяет 25 миллиардов евро в год на создание и поддержание всех этих евробюрократий. Номер 2 по выделению, к слову, Франция денежных средств. Она выделяет 12 миллиардов евро. Так вот, в условиях того, что произошло, антироссийских санкций, подрыва Северного потока, а дополнительно к этому добавились и пошлины Трампа, а я напомню, что в среднем цена пошлины выросла с 2,5 до 15%, ставка этих пошлин, что привело к гигантским потерям в фармацевтике и, например, машиностроении. Нет никакого другого пути для Германии, кроме либо возобновления экономических связей с Россией и получения углеводородов, либо продолжения войны, милитаризации экономики. Та же история и у Франции, та же история и у других европейских крупных стран. Но прежде всего это касается истории Франции и Германии. Им нужно любой ценой сорвать любые попытки мирного урегулирования и продолжать войну. Поэтому вот мы имеем на этом политическом поле основных акторов, заинтересованных в продолжении войны. Это европейские политики и компрадорский украинский правящий класс. Потому что ни России, ни США, ни украинскому народу, ни белорусам, русским эта вся война не нужна. Нам это все надоело смотреть в режиме 24/7 всю эту трагедию. Но эта война нужна украинскому режиму
для того, чтобы продолжать расхищать денежные средства, выделяемые на войну. И эта война нужна европейскому режиму. Поэтому, отвечая на ваш вопрос еще более кратко и снова сводя к аллегориям с индейкой, она готова уже, она хочет, чтобы ее съесть, но ее съесть хотят другие. Вот, поэтому они сделают все, чтобы мирные переговоры были сорваны. Поэтому, с моей точки зрения, в этом году так точно мирные переговоры ни к чему не приведут. Мгм. Смотрите, тут же какой нюанс, очень важный. Вы так обмолвились, что для Ермака это определенная фиаско, то, что не состоялась встреча. Так а зачем она была нужна? Складывается впечатление, что Зеленскому просто нужно было приехать, ну, условно, опередить Россию и, в общем, да, как-то скорректировать дальнейшие контакты. Сегодня и вчера, и сегодня активно, собственно, комментирует все происходящее Министерство иностранных дел России. Конкретно Рябков выходит, говорит, что Россия будет работать с теми предложениями по Украине, которые Витков привезет в Москву. Они ждут, все нормально, на следующей неделе. Москва, Вашингтон эпизодически контактируют по вопросам обмена заключенным, но особого фокуса на этой теме нет, говорит Рябков. Ну и визит в силе, и, в общем, его ждут. Европейские страны продолжают пытаться подорвать дальнейшие переговоры, прогресс, процесс переговоров. То, что вы описали выше. Вчера он был более категоричен, говорит, мы, в общем, ни от чего не отступаем, вот как есть, так и есть. Также вчера состоялась встреча Путина и Лукашенко, где Лукашенко, а он же, смотрите, тут же очень важно следить не только за заявлениями, а еще и за действиями. То есть, понятно, это такая уже прочная позиция в заявлениях. Лукашенко четко говорит, значит, война должна быть окончена, какие-то, собственно, тягомотина это, скоро она закончится, нам это надоело. Очень примечательно, но это никто не проводит эти параллели, потому что слишком разные фигуры. Я бы хотел сравнить Лукашенко в этом отношении с Дрисколом, одноклассником Венса. Опять-таки, я всех возвращаю к этому. Это нам четко характеризует. У нас все сейчас развивается по каким-то сюжетным линиям каких-то книжек, да, книжек, художественной литературы. Даже вот эти, как вы выяснились, трагическая, безусловно, ситуация, но мы видим, пресса пишет, что чуть ли там не Украина стоит за прослушкой Уиткова и Дмитриева, некоторые намекают на британцев, как вы, не то что намекают, а прямо говорят, да, может быть, это британцы руками каких-то других спецслужб, того же Буданова. То есть это все книжные истории, приключенческий какой-то такой роман. И вот когда я всех отправляю к этому материалу Financial Times, который... А сейчас же видите, как у нас продолжается. Вроде как встреча была одна. Приехал в Киев Дрискл, а уже целую неделю они нам порционно вбрасывают какие-то такие инсайды. Сейчас там, что Россия победит, в общем, надо останавливаться, иначе будет провал. Россия заберет силой тогда, когда захочет, поэтому нет смысла. В общем, человек военный приехал рассказывать военную матчасть. Однако я всех отправляю к первому сливу Financial Times, когда он заходит, как пересказывают, заходит в аудиторию к этим товарищам и говорит, пора заканчивать это дерьмо. Понимаете, это же его портрет. И тут что Лукашенко, просто разными словами, разными формулировками, ну, у Лукашенко такой советский, да, белорусский образ, ну, такой наш образ, наших, скажем так, людей, кровей, а у американца американский образ, то есть тот с американского кино, тот условно с советского кино. Но, в принципе, говорят то же самое. Ну, ладно, говорят. Лукашенко говорит, давайте в Минске проводить. Опять. Ну, так кто-то улыбается, говорит, это все невозможно, там, ну, мол, какой Минск, уже как бы плавали, знаем, туда-сюда, это все невозможно. Но Лукашенко делает шаги, он отпускает украинских осужденных и с приговорами людей, которые на территории Беларуси в тюрьме, украинцев. Там даже снимают пропагандистский ролик про 18-летнюю девочку, которой было 16. В общем, ну, то есть, когда это подтвержденное действие, причем он их отпускает. И это все четко белорусская сторона обрисовывают как пас в сторону
мира скорейшего, ну, вот этих переговоров, для того, чтобы они были успешнее, и, конечно, такой реверанс перед американцами. Что хочет продемонстрировать, сказать, а самое главное, какие события пытается опередить Лукашенко? Президент Лукашенко очень опытный политик. Наверное, входит в десятку самых опытных политиков всего мира. Поэтому все его действия направлены на урегулирование этого военного конфликта. Впрочем, мы с самого начала, с 22 года, мы, Республика Беларусь, говорили, что надо сделать все, чтобы избежать широкомасштабной войны. В том числе некоторые эксперты, были белорусские эксперты, сторонники того, что надо было взять на вооружение, скажем так, передовой израильский опыт по работе с руководителями террористических организаций. Может быть, если тогда, в феврале 22 года, нейтрализовать было руководителей киевского режима, может быть, мы бы не имели такое количество жертв. Удар должен был нанесен быть прежде всего по штабам, по центрам сбора украинского руководства, чтобы обезглавить бандеровскую гидру. Но это вопрос теоретический. Что касается президента Лукашенко, он всячески заявляет о приверженности к миру, но при этом хочу обратить внимание наших уважаемых зрителей, комментаторов, которые все время язвят на тему Беларуси. Мы единственная страна, которая публично в, наверное, круглосуточном режиме поддерживает российскую армию, поддерживает российское государство. Вся наша промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспортный сектор, все направлено на обеспечение потребностей Российской Федерации. Поэтому мы не словами, а делами доказываем, что мы союзник Российской Федерации. Но при этом никто не запрещает нам говорить о мире, потому что об этом, в принципе-то, и говорит и российская сторона. И то, что Лукашенко выпустил 31, прошу прощения, гражданина Украины, это говорит не о каком-то реверансе, а очень умном, продуманном политическом ходе. Нам смысла нет никаких делать реверансов перед американцами, но есть смысл с ними вести нормальные, конструктивные беседы, в том числе используя не мегафонную дипломатию, а такую старую, классическую, советскую, если угодно, школу дипломатии. Мы же не знаем, что пообещали взамен представители той или иной страны на это освобождение. А зачем нам, извините, кормить этого 31 гражданина Украины? Пусть они уходят себе в семьи, они уже достаточно здесь отсидели. И, может быть, нам пойдут навстречу в освобождении каких-то политзаключенных, которые томятся в Украине. Мы же это не знаем. Может, это и произошло, касаемо в том числе граждан Беларуси. Потому что мы предпочитаем работу не публичную. Но, к сожалению, приходится работать, в том числе с руководителями киевского режима, для того, чтобы реализовывать общие цели и задачи. Ну, например, если бы мы ушли в полный отказ и не работали бы с руководителями террористических формирований ГУР, СБУ, как бы мы тогда обменивались военнопленными через территорию Беларуси, телами погибших воинов с двух сторон? Как бы мы это делали? Как бы мы лечили и русских, и украинских солдат, которым нужна срочная помощь при прохождении обменов? Поэтому, значит, это мой ответ тем комментаторам, которые вот упрекают в том, что освободили, дескать, 31 украинского террориста. Да нет.
не совсем так. Мы реализуем договоренности, в том числе обговоренные с президентом Российской Федерации. Только в этом году Путин и Лукашенко встретились 8 раз. Неужели вы думаете, что хоть какое-то действие нашей стороны не согласовано с Кремлем? Мы работаем синхронно. А я вам напомню, что вам, это комментаторам нашим уважаемым, кстати, призываем писать свое мнение, активно предлагать какие-то пути, выходы, решения, задавать вопросы. Так вот, мы напомним, что белорусы всегда призывали Российскую Федерацию и русских быть более русскими, чем они есть на самом деле. Мы были локомотивами интеграции нашей. И, конечно, мы всячески сейчас выступаем за прекращение братоубийственной войны. Любой ценой. За это выступают и американцы. Почему они выступают за американцы? За это, да. Кто-то скажет, они не совсем искренне, не совсем честно хотят прекращения огня. Я согласен с этим тезисом, но в то же время они уже добились своих целей. Какая у них была самая главная цель? Я вам сейчас назову цифры, и вы сейчас поймете. В 2021 году, накануне специальной военной операции, более 40% поставок углеводородов в страны ЕС обеспечивались через трубопроводные поставки Российской Федерации. Более 40%. Сейчас этот процент упал до 4%. Понимаете? Все, американцы своего добились. Электроэнергия в Америке стоит 8 центов, а в Германии 24 цента, в 3 раза дороже. Газ в Германии стоит на 90% дороже, чем в Америке, поставляемый газ. То есть все, они добились всех экономических плюшек, американцы. Оружие они теперь продают через европейских партнеров. В принципе, им уже эта война, что она есть, что нет, она не совсем нужна. Потому что Россия на ближайшие 10 лет завязана в это все, в том числе восстановление новых территорий. И они добились цели вместе с британскими партнерами, стравили наши народы. И мы сейчас лет 10-20 будем из этого, простите, дерьма вылазить. Но сейчас им хочется заработать уже на сотрудничестве с Российской Федерацией. Потому что все-таки... Им это американцам. Американцам, конечно, конечно. Поэтому я и объясняю, почему вот и России, и Беларуси, украинскому народу, Америке эта война сейчас не нужна. Ну, конечно, с поправкой, что в Америке есть очень сильное военное лобби. Вот, и сейчас это глубинное государство, обладатели акций в военных предприятий, связанных отраслей. Сейчас они подкидывают Трампу сюрпризов всячески, чтобы убрать его из этой повестки. Вот. А кому война нужна? Это, безусловно, украинскому политическому классу, который антиукраинский по своей сути, и европейцам, чтобы вылезти из вот этой ямы, в которую они сами себя загнали. Поэтому вот такую мы ситуацию наблюдаем. А когда президент Лукашенко озвучивает какие-то тезисы, надо понимать, что они не только согласованы с российской стороной, но фактически и являются каким-то инсайдом из бесед двух президентов России и Беларуси. Поэтому, конечно, когда президент Беларуси говорит, нам это все надоело, он передает в том числе и слова наверняка президента Российской Федерации. Нет, ну погодите, а когда-то... Постойте, а вот, а смысл предлагать вновь Минск, который, я не скажу, что Минск, имея в виду процесс переговорный, себя дискредитировал, но не выстрелил ни в первый, ни во второй раз, и, в общем-то, некоторые аналитики, и они приводят свои аргументы, тут можно соглашаться, можно не соглашаться, в принципе, говорят, что из-за того, что был Минск второй, да, разгорелась вот эта война. Поэтому, опять в одну реку трижды входить смысла нет.
Но Лукашенко это, скажем так, постоянно продвигает. Я так понимаю, что это исключительно географически удобная история, но все же видят, что союзник Российской Федерации не может быть, не может принимать переговоры. Это будет сочтено как капитуляция. Это все равно, что в Москву поехать, чего-то подписывать. Вы понимаете, Минск мы предлагаем, потому что Минск был все-таки эффективным. Потому что когда был Минск, вот эта тянучка, не было такой широкомасштабной войны. Худо-бедно стороны встречались у нас в Минске, обсуждали что-то. Да, иногда, конечно, шли обстрелы, прежде всего со стороны украинского режима, почему-то в отношении своих граждан. Но, тем не менее, только когда Минск дезавуировали, вышли фактически из его реализации, началась эта война. Ну, плюс смотрите, Минск географически удобен, он ментально очень удобен. Через Минск проходят, через территорию Беларуси обмены и телами, и военнослужащими. Почему нет? Это хорошая локация, но мы не настаиваем на ней, но при этом мы понимаем, что режим Зеленского не является самостоятельной. Где ему скажут американцы провести этот саммит, там он и будет как миленький проводить. Да, Дональду, конечно, хочется провести его в Будапеште. Почему? Потому что у Орбана выборы весной 26 года. И там выставлен очень сильный кандидат от объединенной венгерской оппозиции. И, конечно, вот такой саммит мира повысил бы его ставки и обеспечил ему такую нужную победу. Но режим Зеленского, особенно после скандала с Миндичгейтом, этого Миндичгейта, да, он будет и риторики этого режима. То есть, заметьте, как изменилась риторика. Потому что, фактически, вот это мирный план, это был соломинкой, который увел внимание украинского общества от вот этого гигантского воровства, коррупции. Потому что мир все-таки важнее. Люди устали, люди мучаются от этой трагедии ежедневной. Поэтому эта соломинка спасительная оказалась для киевского режима. Но американцы, если скажут в Умане проводить или в Шепетовке саммит, то там и будут проводить. А скажут на каких-нибудь островах или в Кабо-Верде, там будут проводить. Поэтому здесь, когда украинская сторона рассказывает, нам Минск неудобен или что-то удобно, вам будет удобно то, что вам скажут. Потому что вы не самостоятельное государство. Вот. Не суверенная, не отстаивающая интересы украинского народа. Но с моей точки зрения, с точки зрения президента Лукашенко, Минск действительно очень удобен. Все говорим на одном языке. Смотрите, как успешно решаем гуманитарные вопросы, да, последних лет. Ну и все-таки нет такой ненависти, мне кажется, нет ненависти украинского народа к белорусам, а у белорусов нет какой-то ненависти или предвзятого отношения у украинцев. Тем более, что более 320 тысяч украинцев мы приютили на нашей территории с момента начала специальной военной операции. Поэтому тут вопрос же в чем, Александр, заключается принципиален. Неважно, где это будет проходить. Минск, это Будапешт или Дубай. Важно, чтобы первое, этот процесс запустился, да, процесс вот обсуждения мирного трека. А второе, вы действительно правы, чтобы не повторился Минск в том плане, что там будут какие-то пустые договоренности, либо это будут использовать в качестве передышки для нацистского киевского режима. Дело в том, что и Порошенко, и Меркель, и Оланд в свое время заявили, что вот эти соглашения они подписали, минские, да, для того, чтобы обмануть Россию, получить передышку. Они даже не стеснялись этого. Сказали, да, мы обманули. Так, конечно, здесь очень важно держать и занимать принципиальную позицию. Это зависит не от белорусов, это зависит прежде всего от Кремля, чтобы все задачи специальной военной операции были выполнены. И нам это очень важно, как Беларуси, с точки зрения национальной безопасности. Потому что я много раз говорил, ну хорошо, даже выйдет российская армия на территориальные границы
закрепленные в Конституции. Не даже, а когда она выйдет. Я думаю, что в течение года мы увидим много интересных событий на линии фронта, в театре военных действий. Но что дальше? Вот мы выходим на границу. А что дальше, когда огромная страна, 27-миллионная, как сейчас говорят, находится в руках человека-ненавистнического режима, который оскверняет храмы, который разрушает всю свою историю, сносит памятники, таблички всех знаменательных украинцев. Да? То есть, значит, которые запрещают слушать музыку, смотреть фильмы, которые постоянно угрожают и организуют террористические акты. Потому что Буданов и Малюк – это террористы, которые не успокоятся, пока не будут нейтрализованы. Вот. Если, конечно, какое-то чудо и благодать на них не сойдет. И они поймут, что с соседями надо нормально, дружно жить, а не воевать. Вот. То есть, понимаете, ну вот выходим мы на территориальные границы. А дальше что? А что нам скажут жители Одессы, Николаева, Харькова, которые постоянно пишут, в том числе в наших комментариях: придите, спасите, защитите нас. Что нам скажут эти люди? Поэтому, конечно, с точки зрения реализации целей специальной военной операции, надо не отступать ни на шаг от всех целей, закрепленных в 3 доктринальных документах, выступлениях. Первое – это выступление Рябкова, декабрь 2021 года. Второе – это Стамбульские соглашения, март 2022 года. И третье, самое главное, самое актуальное – это июнь 2024 года, выступление президента Путина на коллегии МИД Российской Федерации. Ну, смотрите, тут же можно военным путем, можно не военным путем достигать вот этих целей и задач. Верно. И это очень важно. Это очень важно. Сейчас, значит, опять-таки, если брать и рассматривать из того, что известно, опять-таки, из того, что понятно, это все, конечно, на уровне предположений, потому что у нас нет информации о этих 19 пунктах, которые остались. И плюс еще дополнительные тексты к этим пунктам, потому что, давайте так, если верить, а почему-то верится всем, плюс-минус здравым людям, что Эксиос, по-моему, да, написали очень четко и внятно. У Зеленского эти пункты были еще заранее. Вот эта история с прослушкой Уиткофа, Дмитриева, Ушакова — это чистая история, такая абсолютно внутриполитическая, американская, ну и, конечно, возможно, британская, чтобы нагадить. Мол, смотрите, они там какие-то американцы лапотники, им россияне написали план, они его быстренько подмахнули, что-то добавили и все. Но из этих планов основные какие моменты, да, на чем упор? Я, кстати, согласен с умозаключением, что эти пункты надо сейчас обсуждать. Значит, давайте так. Вы профессиональный политолог, вы политический эксперт, вы знаете, там, книжки пишете, да, и, собственно, подходите к этому как к науке. Вы, как никто другой, знаете, что эти пункты — это, ерунда. Это пункты плана. План — это не договор, не мирный договор, не договор между сторонами, не межгосударственный. Это уровень просто черновиков, которые наклоняют американцы подписать сейчас. Наклоняют согласовать. Другими словами, это же модное слово после, помните, Стамбула первого. Парафировать. Требования парафировать. И тогда будем встречаться, на этой основе заключим какие-то документы юридические, и все будет. Так вот, значит, все прекрасно понимают, что вот эти 3 позиции, которые... Вот я считаю, что надо сейчас обсуждать. Потому что если потом начать обсуждать, это уже все, мертвому припарка, это уже все обрисовали. Вот сейчас этот период, который для обсуждений его маскируют всякой ерундой. Да, то есть там сливами, компроматами, заявлениями, сначала одно, потом другое, там у Ермака, у Стефанчука, у разных других, которые там Крым, только когда вернется, закончится война, или какие-то такие потужничания, да, мол, нельзя соглашаться, иначе хуже будет, говорят украинские пропагандисты украинским гражданам. Там 3 момента. НАТО, которого, нет,
Я как вот перед глазами стоит Шмыгаль, премьер, Стефанчук и Зеленский, которые берут ручку и говорят, вот мы подписываем заявку в НАТО. Это начало большой войны. Ну и где эта заявка? И где что? Вильнюс, Байден, вроде все... Ну, при Байдене вроде нормальная как бы возможность была проскочить. Нет. Почему все думают, что если при Байдене им говорили «до свидания», то при Трампе скажут «ой, давайте возьмем вас в НАТО». Ну, история четко, чтобы сорвать переговоры. Территории. Пресса пишет, Дрискл говорит, они захватят то, что... Ну, они захватят. Есть эксперты у меня на канале, и они, в принципе, правы. Задача вот этого всей шумихи, метушни, как по-украински, да, заключается в том, чтобы остановить российскую армию, остановить продвижение. Да, плохое, да, там такое, которое там по чуть-чуть, но остановить. Вот когда армия станет, выдохнут, перетопчатся, посмотрят друг на друга, а дальше опять этот темп, какой бы он ни был сейчас, плохой или хороший, это пускай оценивают военные эксперты, его потом не запустить. И вот по поводу армии сегодня приходит новость. Вчера Зеленский в своем обращении, разговоре с телефоном, заявил, что они будут пересматривать процесс пополнения бригад. Мол, много боевых бригад жалуются, что у них не хватает людей. Сегодня офис президента выпускает новость, что там зам Ермака Полиса говорит, я вот сейчас конкретное предложение для того, чтобы из вот этих наловленных мобилизованных, бусифицированных, ну и может кто сам пошел, значит, как-то так распределить по боевым бригадам, чтобы, короче, всем сестрам по серькам. Нам это все свидетельствует, людям, которые привыкли думать, что дефицит катастрофический. Катастрофический. Раз об этом вот так на птичьем бюрократическом языке сейчас заговорили, то это катастрофа. Раз там Палиса, бывший военный, там его говорят, вот сейчас я разберусь, сейчас там будем пополнять, там бригады боевые, конечно, вперед, из песней. Так о каких тогда 800 тысячах идет речь? Или там 600 тысячах первоначальном 28 пунктам этом списке? То есть, куда ни кинь из этих трех основных камней преткновения, везде клин, но это вот реально вот обсуждают. Что вы думаете по поводу этих трех позиций? Тут же как, у России никто не спрашивает, компромисс, не компромисс. Все просто, там, Россия наблюдает, ждет Виткофа. А у нас вот это все мусолится, мусолится. Есть вариант, что эти камни удастся или сдвинуть с места, или переступить? Нет, такого варианта нет, пока Украиной руководит организованное преступное сообщество во главе с Зеленским. Объясню почему. Режим Зеленского не шел ни на какие компромиссы, в том числе разумные, ради сохранения украинской нации, украинских территорий все предыдущие годы. С чего бы он сейчас, когда загнан в угол, когда понимает, что ему конец, особенно после того, как выйдем на мирный трек, потому что наконец-то украинские журналисты и общество будет разбираться, а кто это все украл. Это только на энергоатоме 100 миллионов отмыли и украли. А есть же еще десятки других сфер. А где все эти деньги находятся? А если эти деньги все там находятся, где мы знаем, а они находятся в США, значит, на некоторых странах Ближнего Востока и Европейского Союза, почему эти деньги не конфискуют, так как они не соответствуют декларации условного Умерова, и не вернут назад украинскому народу, раз они так любят украинский народ, эти европейские, американские политики. Поэтому никакого плана реализовано, с моей точки зрения, не будет, пока Зеленский не будет низложен. Что касается всех пунктов, в том числе трех, которых вы перечислили, ну понятно, что это ничего даже не будет обсуждаться. То есть НАТО, Украина в НАТО не будет. Все, пока существует Российская Федерация и Республика Беларусь. А как сказал Верховный Главнокомандующий России, а зачем такой мир, в котором нет России? Этот пункт не обсуждается. Все. Значит, второе, по поводу численности. Ну, это вообще какое-то издевательство. До начала специальной военной операции
численность была 280 тысяч человек. Премьер Азаров вообще говорил, что в его времена была численность армии украинской 180 тысяч человек. То есть вообще, я думаю, что украинская армия должна быть и в пределах вот таких довоенных цифр, а может быть еще меньше. Какие 800 тысяч, кстати, которых и сейчас даже нет. Ну и так все остальные пункты. Вы знаете, мы с этим планом ищем черную кошку в темной комнате, и этой кошки там нет. Это постоянно европейские сливы, то 28 пунктов, то 19, то 21. Конечно, мне бы хотелось, чтобы российская сторона более оперативно реагировала на все эти планы, так как это реагирует в Беларуси. То есть в Беларуси мгновенная реакция на любые события, даже связанные с какими-то вещами, которые волнуют общество, касаемо, допустим, качества водопроводной воды. Кстати, вот в текущем году весь Минск перевели на родниковую воду. Все 2 миллиона минчан пьют родниковую воду из подземных источников. Вот к чему мы пришли за прошедшие 30 лет. Вот у нас, допустим, чтобы как-то попытаться дестабилизировать ситуацию, сбежавшие экстремисты, они часто вот шатают такие бытовые темы, да? Ну, например, творог с тараканами. Ну, вот даже до такого опускаются. И что вы думаете? Мгновенно, в течение суток у нас направляются белорусские журналисты, дает комментарий директор завода, что это все ложь. Вот посмотрите, вот производство, вот кадры. Мы быстро реагируем. Конечно, в этом случае надо было более быстро реагировать. Мы только вчера услышали позицию Рябкова, который прокомментировал все эти инициативы, которые действительно были похожи на троянский конь, что мы не отступим от целей специальной военной операции. А если бы эта реакция была бы сразу, может быть, мы не искали эту черную кошку, которой и нет в этой темной комнате. Но вопрос, мне кажется, что все стороны допустили очень много ошибок, даже касаемо начала вот этой специальной военной операции. Конечно, если брать вот и открыть у вас рубрику «Если бы да кабы», да, вспоминать минувшие все события, конечно, надо было в 2014 году забирать весь юго-восток Украины. И вообще надо было все делать, чтобы не начать эту войну. Я, кстати, это вы вспомнили книжку, я вот это в своей книжке, которую написал про события 2020 года, она продается в сети, на Литресе, тут есть и электронная версия, аудиоверсия. Я написал и солидаризировался с мнением генерал-полковника Ивашова, что надо было всячески избегать военной операции. И те, кто в комментариях иногда злобно наезжает на белорусов, мы тем напомним, кто признал конституционный переворот 2014 года. Мы говорили это, не делайте. И вы это говорили на всех российских телеканалах, что это нелегитимная власть. Произошел самый настоящий государственный переворот. То есть подписали все соглашения, оппозиция с Януковичем, вы помните, это в присутствии послов Польши, Германии, и произошел переворот конституционный. Так зачем вы его признали? Зачем вы признали Порошенко тогда? С этого все и началось. Надо было тогда, в 2014 году, ставить точку в этой всей бандеровщине и в этой всей нелегитимности. Тем более, что у нас тогда был легитимный президент Янукович, который мог бы обратиться за помощью. И надо было тогда освобождать весь юго-восток Украины. Ну ладно, выйдем, бог с ним, с этими событиями. А сейчас уже другой вопрос. Сейчас ни мы, ни Россия, ни Беларусь уже не может уступить ни одного из принципиальных пунктов, ради которых была начата специальная военная операция. Потому что если Так, мы... а что это за пункты? Подождите. Объясняю. Нет, вот давайте так. Денацификация. Многие спрашивают, а что на что может пойти, на какие уступки российская сторона?
Вы с Беларуси, но вы говорите мы, потому что у вас союзное государство, поэтому давайте поразмышляем. Те 28 пунктов, ну, все же так посмотрели. Смотрите, даже я видел такую оценку, встречал, что где-то на 20-30% Украину устраивает, на 60-70 устраивает Россию. Но до конца не удовлетворена ни одна, ни другая сторона. Ну и, конечно, многие говорят, подождите, а как это, в смысле? То есть взять Донбасс, там, помните, еще первые были вбросы о том, что в аренду Донбасс, или как бы там ВСУ уходит, но армия России не заходит, но контроль как бы российский. То есть много вопросов на самом деле. И потом эти все вопросы, когда накопились, нам устроили шоу и цирк, который мы сейчас вот до Дня Благодарения, до этой индейки, которую то ли томят, то ли, ну, то ли помиловали, да, в виде Зеленского со стороны американцев. Вот сейчас вот до этого дошло. На какие пункты, на какие, скажем так, уступки, по вашему мнению, абсолютно субъективному, готов Путин и российская сторона? Значит, самые главные уступки, и о них сказал в том числе косвенно президент США Дональд Трамп, это то, что российская армия, честь и хвала русским воинам, 190 национальностей, которые сейчас воюют с этими силами тьмы, то, что российская армия не пойдет освобождать территорию дальше. А жители Одещины, Николаева, Сум и Харькова, да и других областей Украины, просто стонут, измывают от этого нацистского режима, который сейчас захватил власть в Украине и является нелегитимным с лета 2024 года. Если вы обратили внимание на карту Генерального штаба Российской Федерации, вы видели, какие там территории? Ну, а вы думаете, нам с какой целью эту карту показали? Вот именно, вот правильно вы задаете Ну, вопрос. просто Не так просто же снимали, так. просто так Вот, снимали Герасимова и не заблюдили эту ну, карту. естественно, это намек. Вот от какой может быть дальнейшей цели отступить Российская Федерация в случае, если украинский политический класс э, начнет все-таки выстраивать спокойные, ровные отношения со своими соседями. Это должен сделать украинский политический класс. Потому что все иные варианты, когда за них кто-то сделает мировое сообщество или какие-то военные, предыдущие с фронта, хотя это тоже неплохой вариант, все-таки это вариант на порядок хуже, нежели сами эти люди, в том числе парламент, который сейчас легитимен, и если что-то будет подписываться, я обращаю ваше внимание, с Зеленским никто ничего не подписывать не будет, будет подписывать со Стефанчуком. Дело в том, что парламент и фракция «Слуга народа», которая в 2019 году вся считалась пророссийской, она в состоянии сейчас взять власть и выйти на мирный трек. Несмотря на то, что они получали все эти годы по 20 тысяч долларов в месяц от Арахамии. Ну и что? Арахамия и мне виски наливал. Когда я в Киеве был в этом КВЦ Парковый, у него офис, виски выпил вкусный. Вот. Но это не значит, что я начал отстаивать какую-то другую позицию. То же самое и вот депутаты фракции «Слуги народов». Почему они молчат? Почему они никак не отреагировали на скандал с этим воровством и коррупцией? Почему они сейчас не хотят мира украинскому народу? Поэтому, отвечая на ваш вопрос, на какие уступки, вот главное, на какие уступки готова пойти российская сторона, а значит и белорусская, потому что мы одно с ней целое, по крайней мере во внешней политике, это отказ от освобождения, демилитаризации, денацификации оставшихся территорий. Но по принципиальным вопросам не вступление в блок НАТО, не размещение иностранных войск, никакого отхода не будет. Так, кроме этого, мы только говорим все о больших каких-то, больших серьезных политических аспектах.
Не надо говорить, забывать, что в тюрьмах СБУ и других правоохранительных так называемых структур Украины томятся тысячи политзаключенных. Мы требуем выпустить политзаключенных. Мы требуем убрать в свои руки, вернуть всю собственность Украинской Православной Церкви, всю собственность, отобранную начиная с 15 декабря 2018 года, когда Порошенко создал свою секту. Мы требуем снятия всех санкций с патриотов украинского народа. С Шелеста, с Шария, с Панченко, с Юрия Подоляка. Несмотря на то, что мы не согласны с какими-то взглядами всех этих перечисленных людей. Все санкции должны быть отменены в отношении граждан Украины. Мы требуем свободную реализацию права на русский язык, который закреплен в Конституции. Мы требуем уважения всех этнических групп. Мы требуем, нормального выстраивания ровного отношения с соседями. Мы требуем, чтобы власть в Украине принадлежала украинскому народу. И деньги Украины принадлежали не России или Лукашенко, но и не Миндичем, Цукерманом, Шефером и Зеленским, а украинскому народу. То есть мы требуем, чтобы Украина была суверенным государством. А когда будет Украина суверенным государством, тогда она будет отстаивать свои интересы, а в интересах украинского народа снова вернуться к нормальному взаимодействию со своими соседями. И не забывайте, что у 10 миллионов русских и у 1 миллиона белорусов родные, близкие в Украине. Мы не можем даже посетить наши кладбища. Поэтому вот от этих требований, если вдруг кто-то из российской делегации, особенно связанный с бизнесом, не буду называть этого человека, попытается отойти, это будет расценено в том числе российским обществом как троянский конь. Может быть, это одна из целей англосаксов. Вот такой договорничок, чтобы потом вот эти пришедшие с фронта 1 миллион человек ополченцев, назовем их так, навели порядок. Но еще я хотел бы сказать, все мы о политике, но сегодня, у кого-то День Благодарения, а у нас, знаете, сегодня, у нас это у всего советского пространства, сегодня в те минуты буквально, когда выходит наш эфир, запустили космический корабль «Союз МС-28». И в нем знаете, какой очень такая благая идея реализована. Он весь украшен рисунками детей онкологических больных из 14 стран мира и 50 городов России. И я подумал, если бы все эти политические элиты, которые держат нас, простите, за горло, если бы мы не воевали, а строили больницы в таком же объеме, если бы мы финансировали противораковые лекарства, то этих бы и рисунков на корабле «Союз МС-28» было бы гораздо меньше. Поэтому я желаю всем нашим зрителям, и вам, Александр, и всем нашим слушателям, зрителям, потому что вы и аудиоверсию выкладываете, крепкого здоровья, ментального здоровья, сил, чтобы пережить это тяжелое время, в котором мы оказались. Это все, конечно, последствия главной катастрофы геополитической 20 века, распада Советского Союза. И мы их до сих пор разгребаем и будем, такое у меня ощущение, разгребать всю нашу оставшуюся жизнь. Хорошая такая перспективка. Главное, чтобы хоть жизнь была-то подольше, чтобы войну свернуть. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю за то, что посмотрели наш сегодняшний эфир. Поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях. Добра и света. Увидимся.